Иран не запрашивал прекращение огня, но использовали его для восстановления. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что таки продлил разрешение на продажу российской нефти еще на 30 дней. Говорит, по просьбе десятка стран. Евросоюз разблокировал решение по выделению 90 миллиардов гривен для Украины. В Молдове суд вынес один из самых громких приговоров. 19 лет тюрьмы присудили олигарху Владимиру Плохотнюку, правда заочно. Папа завершил свое африканское турне. В экваториальной Гвинее он посетил тюрьму строгого режима. Дебют в одном из зоопарков Вашингтона. Посетителям представили слониху Линь-Май. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что главными препятствиями для переговоров с США остаются нарушения обязательств со стороны Вашингтона, блокада иранских портов и угрозы. Исламская республика Иран приветствовала диалог и соглашение и продолжает это делать. Нарушение обязательств, блокада и угрозы являются главными препятствиями для подлинных переговоров. Мир видит вашу бесконечную лицемерную риторику и противоречия между заявлениями и действиями. Полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается блокадой иранских портов со стороны США, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багир Галибаф. Полное прекращение огня имеет смысл только в том случае, если оно не нарушается посредством морской блокады и взятия мировой экономики в заложники, а также если сионистская военная агрессия прекращается на всех фронтах. Открытие Ормузского пролива невозможно на фоне вопиющего нарушения режима прекращения огня. Они не достигли своих целей военной агрессией и не достигнут их запугиванием. Единственный путь – признать права народа Ирана. Иран не запрашивал прекращение огня, заявил председатель комиссии парламента страны по национальной безопасности и внешним связям Ибрахим Азизи. Мы не запрашивали прекращение огня. Мы никогда не добивались прекращения огня. Наоборот, многие наши люди в дни после 40-дневной войны жаловались на прекращение огня и говорили, что мы должны преследовать этого побежденного врага и действовать против него жестче. В любом случае, это прекращение огня было установлено. Одной из причин может быть и то, что мы хотим оставаться приверженными ряду этических принципов войны. Прекращение огня — это возможность подготовиться к восстановлению или, как говорят наши вооруженные силы, возможность перезарядиться. Мы, безусловно, максимально использовали эту возможность. Хочу подчеркнуть, мы не покинем это поле боя, пока агрессор не будет серьезно наказан и в конечном итоге не пожалеет о содеянном. У нас есть значительные возможности. Часть этих возможностей уже была задействована в ходе 40-дневной войны, а другие наши силы также могут с тем же подходом силы и решимости, основанным на воле народа Ирана, на ценностях, принципах и идеалах, выйти и на другие направления. На данном этапе наша переговорная группа вступила в фазу переговоров. Но обязательства, которые другая сторона взяла на себя до переговоров, могу сказать, выполнены не полностью. Одним из таких обязательств было разблокирование наших замороженных средств. Однако, согласно имеющимся у нас сообщениям, этот шаг так и не был сделан. Что касается прекращения огня в Ливане, было согласовано, что оно будет полностью соблюдаться, однако мы наблюдаем его нарушение. Это само по себе несет сигнал. Этот сигнал заключается в том, что наш враг остается ненадежным, продолжает нарушать обещания и не ведет переговоры серьезно. Поэтому, когда враг действует недобросовестно и не выполняет первоначальные обязательства, переговоры в такой форме больше не имеют смысла и ценности, если только другая сторона не предоставит твердые, серьезные и неоспоримые гарантии. Белый дом заявил, что Дональд Трамп ожидает единый ответ от руководства Ирана по вопросу продления режима прекращения огня и пока не устанавливает крайних сроков. По словам пресс-секретаря Кэролайн Левитт, Вашингтон сохраняет экономическое давление и морскую блокаду, а дальнейший график переговоров будет определять сам президент США. Отличные вопросы, и я на них отвечу. Давайте честно обозначим, где мы сейчас находимся. Как вы все видели вчера, президент Дональд Трамп объявил о продлении прекращения огня. Он сохраняет и великодушно предоставляет немного гибкости режиму, который был полностью дискредитирован из-за операции «Эпическая ярость». Очевидно, сейчас внутри Ирана существует серьезный раскол. Это борьба между прагматиками и жесткой линией в Иран. Президент хочет получить единый ответ. Пока мы ожидаем этого ответа, действует прекращение огня в
в отношении военных и кинетических ударов. Но операция «Экономическая ярость» продолжается, как и эффективная и успешная морская блокада. Речь идет о судах и кораблях, которые направляются в иранские порты или выходят из них. Мы полностью душим их экономику этой блокадой. Они теряют $500 миллионов в день. Остров Харк полностью переполнен. Они не могут вывозить или ввозить нефть. В результате этого экономического давления они даже не могут платить собственным людям. Президент доволен этим, пока мы ждем их ответа. И посмотрим, что будет дальше. Президент не устанавливал жесткого срока для получения иранского предложения, вопреки некоторым сообщениям, которые я сегодня видела. В конечном счете, сроки будет определять Верховный главнокомандующий и президент Соединенных Штатов. Мы, очевидно, знаем, с кем ведем переговоры, потому что наша переговорная команда лично встречалась с этими людьми. Но, очевидно, там существует серьезный внутренний раскол и внутренние разногласия, что еще раз доказывает эффективность операции «Эпическая ярость» с самого начала. Я знаю, что появлялись анонимные сообщения о якобы 3- или 5-дневном сроке. Это неправда. Президент сам не устанавливал никакого срока. В конечном счете, именно он определит график. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон еще на 30 дней продлил послабление санкций на морские поставки российской нефти. По его словам, с такой просьбой обратились более 10 беднейших стран, опасающихся дефицита топлива из-за закрытия Ормузского пролива. Решение уже вызвало критику в Сенате США. Мы примерно 7 недель как находимся в состоянии войны с Ираном. И я хотел спросить, господин министр, учитывая, что ваше ведомство обеспечивает соблюдение санкций, есть ли у вас понимание, сколько Иран получил благодаря смягчению санкций с начала войны? По оценкам, $14 миллиардов. Эти 14 миллиардов – миф и, к сожалению, тезис Демократического национального комитета, с которым мне уже не раз приходилось сталкиваться. Если кто-то хочет показать мне, откуда взялась цифра 14 миллиардов. С нетерпением жду обмена данными по этому вопросу, господин министр. Обмена в очень публичном формате. Я не Демократический комитет, я сенатор от Делавера. Ну, на каждом ток-шоу и от каждого сенатора, похоже... Вы не согласны с тем, что Иран получил значительные дополнительные доходы от продажи нефти из-за смягчения санкций? Совершенно не согласен. А вы не согласны с тем, что Россия получила значительные дополнительные доходы благодаря смягчению санкций? Совершенно не согласен. Тогда почему вы ослабили санкции против российской и иранской нефти? Подумайте так, сэр. Есть Ормузский пролив. Знаком с ним. Слева и справа — нефть. Слева и справа. Казначейство? Так же, как и вы, обеспокоены ценами на бензин для американских потребителей и наших азиатских союзников. Также обеспокоены и мы обеспечить наличие более 250 миллионов баррелей нефти в море. Суть в следующем. Когда я сегодня пришел сюда, цена нефти была $100. Если бы мы не предоставили это послабление санкций, она могла бы быть $150, потому что мировой рынок оказался хорошо обеспечен поставками. Поэтому если Россия продавала нефть со скидкой 20%, могу сказать 100% от 100 меньше, чем 80% от 150, и американский потребитель от этого выиграл. Послушайте, жители Делавера сегодня покупают бензин по $4 за галлон. Я не вижу значительного снижения цен ни на заправках, ни на мировом рынке. Но у меня есть еще 2 вопроса, и я с нетерпением жду возможности поспорить с вами о деталях. Я считаю, что Россия и Иран выиграли от смягчения санкций. И когда вы сказали, мы не будем продлевать послабления, а затем передумали, я был глубоко разочарован, потому что мы не должны финансировать военную машину Путина. Хочу уточнить. На прошлой неделе проходила неделя Всемирного банка и МВФ. В среду я действительно считал, что мы этого не сделаем. Но ко мне обратились представители более 10 самых уязвимых и бедных стран с точки зрения энергетики, и они попросили нас продлить это послабление. И только на 30 дней. 30 дней — это 4,5 миллиарда для военной машины Путина. Также Бессент заявил, что несколько союзников Вашингтона в странах Персидского залива и Азии запросили валютные своп-линии для снижения последствий энергетических и финансовых потрясений на фоне конфликта на Ближнем Востоке. И теперь, насколько я понимаю, Объединенные Арабские Эмираты добиваются своп-линии. Война с Ираном уже дорого нам обошлась. На мой взгляд, это была огромная ошибка, которая сделала нас менее защищенными и поставила в гораздо худшее положение, помимо потерянных жизней. Речь идет более чем о $1 миллиард в день из денег налогоплательщиков.
Речь идет о росте цен на бензин, о росте цен в целом. И теперь мы понимаем, что ОАЭ просят вас предоставить им своп-линию через Фонд валютной стабилизации. Господин министр, можете ли вы рассказать об этой просьбе и ожидаете ли вы, что поддержите ее? Сенатор, я бы оспорил многое из того, что вы ранее сказали, а также любые попытки связать это со свопом. Многие из наших союзников в регионе Персидского залива запросили своп-линии. Вы только что читали об ОАЭ, а своп-линии, будь то от Федеральной резервной системы или Министерства финансов, предназначены для поддержания порядка на рынках долларового фондирования и предотвращения беспорядочной распродажи американских активов. Таким образом, своп-линия принесла бы пользу и ОАЭ, и США. И, как я сказал, их также запросили многочисленные другие страны, включая некоторых наших азиатских союзников. Евросоюз разблокировал для Украины кредит в 90 миллиардов евро. Решение, которого в Киеве ждали несколько месяцев, должно помочь покрыть дефицит бюджета и сохранить финансирование ключевых государственных расходов. Ранее пакет помощи был задержан из-за позиции Венгрии и споров вокруг поставок нефти по трубопроводу «Дружба». Теперь европейские дипломаты согласовали выделение средств. В Европарламенте это решение приветствовали, однако заявили, одной меры недостаточно. Депутат Европарламента Карин Карлсбру подчеркнула, что Украине необходима более стабильная и долгосрочная поддержка. По ее словам, Киев не должен каждый раз ждать нового пакета помощи на грани финансового истощения. Украина борется не только за собственное существование. Украина борется за нас. И, наконец, Европейский Союз смог выполнить обещанное. Но больно видеть, что некоторые государства-члены блокировали и замедляли процесс. Однако решение, наконец, принято. И теперь мы должны немедленно готовить следующий шаг — использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, а также обеспечить устойчивое финансовое финансирование на завтра и послезавтра. Было очень болезненно наблюдать, как некоторые государства-члены действительно тормозили процесс. Как вы упомянули, Венгрия блокировала процесс. За этим было очень тяжело наблюдать. Со стороны парламента мы приняли этот пакет еще в феврале. Так что мы были более чем готовы двигаться вперед. Но сегодня, наконец, это решение принято. И самое важное, что мы можем предоставить Украине эту жизненно важную поддержку и начать подготовку следующего шага. Думаю, это будет совсем непросто, потому что, как я уже сказала, потребности Украины огромны и остаются колоссальными. Мы должны предоставить ей гораздо большую финансовую поддержку, а также более устойчивую поддержку. Это провокация, что им приходится почти полностью исчерпать деньги, прежде чем следующий пакет будет отправлен в Киев. ЕС должен вместе с нашими партнерами, например, Норвегией, усилить помощь и обеспечить Украине более устойчивую поддержку, потому что это в интересах не только Украины. Это в наших европейских интересах, чтобы Украина могла защищаться. Сейчас, на 5-м году войны, Украине требуется не менее 52 миллиардов долларов внешнего финансирования, чтобы закрыть бюджетный дефицит. В Брюсселе признают, поддержка Киева остается вопросом не только украинской, но и европейской безопасности. Министерство экономики Германии снизило прогнозы роста экономики на 2026 и 2027 годы и одновременно повысило прогноз инфляции, поскольку война в Иране подталкивает вверх цены на нефть и газ. Дамы и господа, позвольте подвести итог. Немецкая экономика находится на пути умеренного восстановления, однако встречный ветер усилился. Война на Ближнем Востоке вызвала шок цен на энергоносители, которые мы не смогли предотвратить, и который оказывает серьезное давление на людей и экономику. Эскалация на Ближнем Востоке, война в Иране отбросили нас назад в экономическом плане, как и другие страны мира. Один из важнейших торговых маршрутов мира — Ормузский пролив, как вам известно, фактически непроходим уже 2 месяца. Ситуация остается крайне нестабильной. За призывами к реформам стоит отрезвляющее послание. Без быстрых и решительных реформ у нашей страны нет основы для обеспечения будущего роста и процветания. Мы можем передавать гражданам только то облегчение, которое было создано ранее. Поэтому структурные реформы неизбежны. Министр обороны Германии Борис Писториус принял в Берлине своего индийского коллегу Раджнатха Синха, прибывшего с официальным визитом. Церемония встречи прошла с воинскими почестями, после чего министры возложили венок к мемориалу Бундесвера. На переговорах стороны обсудили вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Ближнем Востоке, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Украине, а также двустороннее сотрудничество в оборонной сфере. Позже министры отправились в город Киль, где посетили немецкую судостроительную компанию ТКМС.
Там Борис Писториус заявил, что Германия рассчитывает в ближайшее время подписать с Индией соглашение о сотрудничестве по программе строительства подводных лодок. Предполагаемая стоимость проекта оценивается примерно в $8 миллиардов. Особое внимание в наших отношениях и сотрудничестве уделяется взаимодействию в сфере обороны. Германо-индийский проект подводных лодок П-75.1 рассматривается. И это не преувеличение, как потенциальный флагманский проект. Речь идет о производстве 6 подводных лодок в Индии. В настоящее время идут внутренние согласовательные процедуры. Я очень уверен, что мы сможем подписать соглашение уже совсем скоро. Лидеры Европейского Союза сегодня соберутся в Айя-на-Пиа на неформальное заседание Европейского Совета в период председательства Кипра. Двухдневный саммит под председательством главы Европейского Совета Антонио Кошты соберет глав государств ЕС и партнеров с Ближнего Востока для обсуждения иранского кризиса, энергетической безопасности и многолетней финансовой рамки блока. Накануне курортный приморский город был превращен в зону повышенной безопасности. Расстелены красные дорожки и выставлена вооруженная охрана. В Пномпене состоялся первый в истории двусторонний диалог в формате 2+2 с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Китайскую делегацию возглавили глава МИД Ван И и министр обороны Дун Цзюнь. Камбоджу представляли министр иностранных дел Прак Сокхон и министр обороны Теа Сейха. Стороны обсудили расширение сотрудничества в сфере безопасности, обороны и борьбы с транснациональной преступностью. Среди ключевых тем – противодействие торговле людьми, наркопреступности и киберугрозам. Новый формат переговоров был согласован во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Камбоджу в апреле прошлого года. После переговоров китайская делегация встретилась с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом. Эксперты отмечают, Пекин продолжает укреплять свое влияние в Юго-Восточной Азии, а Камбоджа остается одним из его ближайших партнеров в регионе. Французский военнослужащий, получивший ранение в результате нападения на миротворцев ООН в Ливане, скончался во Франции после эвакуации. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон. Речь идет о старшем капрале Анисе Жерардене. По данным Елисейского дворца, он получил тяжелые ранения во время атаки на контингент временных сил ООН в Ливане 18 апреля. Ранее сообщалось, что в том же нападении погиб французский военнослужащий Флориан Монторио. Еще несколько солдат получили ранения. Французские власти возложили ответственность за атаку на движение Хезболла. Старший капрал Анисе Жерарден из 132-го кинологического пехотного полка из Сюипа, эвакуированный вчера из Ливана, где он был тяжело ранен боевиками Хезболла, скончался сегодня утром от полученных ран. Он умер за Францию. Нация, которая завтра отдаст дань памяти прапорщику Флориану Монторио, смертельно раненному в той же засаде, глубоко скорбит о гибели старшего капрала Анисе Жерардена и его жертве. Она также выражает искренние соболезнования и глубокое сочувствие его семье, близким и семьям других раненых. Она отдает дань образцовому служению наших вооруженных сил в составе ЮНИФИЛ, которые с мужеством и решимостью служат Франции и миру в Ливане. Миссия временных сил ООН в Ливане действует в регионе с 1978 года и продолжает работу на фоне сохраняющейся напряженности на юге Ливана. В Молдове вынесли один из самых громких приговоров последних лет. Бывшего лидера Демократической партии Владимира Плохотнюка заочно осудили на 19 лет лишения свободы. Его признали виновным по делу о хищении миллиарда евро из банковской системы страны. Этот скандал когда-то потряс Молдову и вызвал массовое недовольство граждан. В середине прошлого десятилетия Плохотнюка называли самым влиятельным человеком республики. Критики утверждали, что он контролировал ключевые государственные структуры. После смены власти политик покинул страну. Позже его задержали за границей и экстрадировали в Кишинев. Нынешний приговор многие в Молдове считают попыткой подвести черту под эпохой олигархов и вернуть доверие к государству. В Нью-Йорке у здания Трамп Тауэр в День Земли прошла акция климатических активистов. Несколько участников задержала полиция. Протест организовало движение «Восстание против вымирания». Демонстранты вышли на 5-ю авеню и ненадолго перекрыли движение. Офицеры полиции Нью-Йорка освободили дорогу и задержали участников акции после предупреждения по громкоговорителю. Ранее представители движения заявляли о внимании к их деятельности со стороны федеральных властей. Экологические организации также критиковали администрацию Трампа за сокращение климатических программ и выход США из ряда международных экологических соглашений. Папа Лев посетил тюрьму строгого режима в городе Бата в экваториальной Гвинее. Визит состоялся в последний полный день его африканского турне. На территории учреждения понтифика встретили танцами заключенные. Во время обращения к осужденным папа заявил, что никто не исключен из любви Бога, а каждый человек сохраняет свою ценность, несмотря на ошибки и страдания. Сегодня я здесь, чтобы сказать вам очень простую вещь. Никто из вас не исключен из любви Бога. Каждый из нас со своей собственной историей
своими ошибками и страданиями, остается ценным в глазах Господа. Мы можем говорить это с уверенностью, потому что Иисус открыл нам это в каждой встрече, в каждом жесте и в каждом слове. Вы тоже часть этой страны. Система правосудия призвана защищать общество. Но чтобы быть эффективной, она всегда должна вкладываться в достоинство и потенциал каждого человека. Истинное правосудие стремится не столько наказывать, сколько прежде всего помогать заново строить жизни. Правозащитные организации ранее критиковали условия содержания в этой тюрьме и заявляли о нахождении там политических заключенных. Власти страны обвинения отвергают. Позже понтифик встретился с молодежью и семьями. Будущее принадлежит вам. Святой Иоанн Павел II говорил об этих ценностях, когда прибыл в эту страну и встретил такую живую и динамичную церковь. Тогда он сказал верующим, собравшимся его приветствовать: «Всегда подавайте пример согласия между собой, взаимной любви, способности к примирению и подлинного уважения прав каждого гражданина, семьи и социальной группы. Уважайте и продвигайте достоинства всех людей вашей страны, как человеческих существ и как детей Божьих. Свет милосердия, питаемый в наших домах и воплощаемый в вере, способен по-настоящему преобразить мир, включая его структуры и институты, чтобы каждый человек чувствовал уважение и никто не был забыт. Братья и сестры, вместе примем это как твердое решение, как радостное обязательство, чтобы Христос, распятый и воскресший, свет экваториальной Гвинеи, Африки и всего мира, вел всех нас к будущему надежды. Встреча стала заключительным публичным мероприятием Папы Льва в рамках его поездки по странам Африки. В Москве суд продлил срок содержания под стражей заместителя председателя партии «Яблоко» Максима Круглова. Решение принял Замоскворецкий районный суд столицы. Политик обвиняется в распространении заведомо ложной информации о российской армии. По данным следствия, речь идет о 2 публикациях в Telegram, размещенных в 2022 году. Сам Круглов вину не признает. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы. Адвокат Наталья Тихонова заявила, что защита намерена обжаловать решение суда. По ее словам, арест продлен еще на 6 месяцев. Партия «Яблоко» ранее критиковала решение о начале военной операции в Украине и выступала с призывами изменить курс. Выборы в Государственную Думу России запланированы на осень 2026 года. В России продолжается расследование дела о так называемой ЛГБТ-пропаганде в книжной сфере. Один из крупнейших российских издателей, компания «Эксмо», сообщил, что несколько сотрудников были вызваны на допрос. Ранее российские СМИ сообщали об обысках в московском офисе издательства и задержании сотрудников по уголовному делу, возбужденному год назад. В самой компании заявили, что следственных действий в офисе не проводилось и книги не изымались. По данным издательства, на допрос были доставлены генеральный директор Евгений Капьев и еще 3 сотрудников. Официально ли они задержаны, не уточняется. В «Эксмо» сообщили, что дело связано с книгами, выпущенными издательством Popcorn Books, которое компания приобрела в 2023 году. В этом году структура прекратила работу. Popcorn Books специализировалась на литературе для подростков и молодежи. Часть изданий содержала ЛГБТ-персонажей и соответствующие сюжетные линии. Наиболее известной книгой издательства стал роман «Лето» в пионерском галстуке, рассказывающий историю любви 2 подростков в советском лагере. По данным СМИ, книга стала коммерчески успешной и разошлась крупным тиражом. Соавтор романа Елена Малисова, которая сейчас живет в Берлине, заявила, что происходящее может усилить самоцензуру среди авторов и издателей в России. Естественно, я ужасно расстроена, но это тот вид разочарования в российском государстве, в том, как в очередной раз и очень жестоко не соблюдаются права человека там. Но, к сожалению, это в моем личном представлении это было ожидаемо. Будущее России пока видится мне довольно нерадужным и отнюдь не светлым. Мне кажется, что сейчас с кейсом попкорна сначала, затем с кейсом Эксмо, все эти кейсы приведут к тому, что издатели будут очень сильно бояться издавать любую литературу, где хотя бы есть какой-то очень легкий и тонкий намек на что-то не на 100% разрешенное, а это восхваление войны и традиционные ценности сейчас в России. Мне кажется, что сейчас придет времена, они и так идут, времена самоцензуры,
среди авторов самих, среди издателей. И я боюсь, что, наверное, мы сейчас будем видеть спокойно издающуюся в России только классику и какие-нибудь опусы об СВО и войне. Пока власть не изменится в России, диктатура, пока это не поменяется, я думаю, что мы не увидим никаких ярких, красивых, смелых историй. И я не могу осуждать за это россиян. Абсолютно. Потому что видеть, как непомерно жестоко относятся к... Власть обошлась с людьми, которые просто исполняли свой профессиональный долг, печатая книги. Я не думаю, что стоит осуждать людей, если они будут бояться издавать что-то смелое. В Национальном зоопарке Смитсоновского института в Вашингтоне состоялся долгожданный дебют маленькой азиатской слонихи по имени Линь Май. Она впервые появилась перед публикой в День Земли, 22 апреля. Линь Май стала первым детенышем азиатского слона, рожденным здесь почти за 25 лет. Малышка появилась на свет 2 февраля и уже весит около 226 килограммов. Ее рост чуть больше метра. Сотрудники зоопарка называют Линь Май энергичной, озорной и очень активной. Сейчас за ней круглосуточно ухаживает команда специалистов. Кормление проходит каждые 2 часа. Особую роль в жизни малышки играет взрослая слониха по имени Сварна. Она не является родственницей Линь Май, однако стала для нее настоящей наставницей и помогает социализироваться в стаде. По словам работников зоопарка, слоны – одни из самых социальных животных на планете, и именно общение с другими слонами помогает детенышам учиться важнейшим навыкам.